Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике традиционно, потому что реальные обзоры и тесты. И сейчас делаем видео о стеклоочистителях. Именно о них задача видео вообще понять, на что они способны. Вот они называются стеклоочистители, да, но они что, только для стекла? Может быть, они какие-то более универсальные. В общем, будем снимать у меня дома, будем снимать в офисе именно для того, чтобы понять, насколько вот эти штуки могут быть универсальными. Сразу объясню, почему у меня два устройства в руке. Это все стеклоочистители Remy ZR, и ссылки на них, кстати, мы поставим в подписи к видео внизу, посмотрите. Почему два? В принципе, сами вот эти устройства, они только цветом и отличаются. Технически, технологически они совершенно одинаковые, у них одинаковые рабочие характеристики, там время работы, объем контейнера для грязной воды и так далее. Это все одинаково. Отличается комплектацией. Вот у этой модели она несколько более скромная, да, здесь, собственно, сам стеклоочиститель, здесь вот этот распылитель, две вот таких накладки из микрофибры, чтобы протирать стекла, да. И что, кстати, приятно, в комплекте поставки есть два средства, в данном случае для стекол, для стеклянных поверхностей и такая для ванных комнат, для кафеля и так далее. Вот эта модель, это такая более расширенная комплектация, люксовая комплектация. Смотрите, что здесь. Здесь вот само устройство, да, и у него еще к нему идет дополнительная вот эта насадка, то есть они сменные. Да, можно поменять насадку, и вы получаете вот стеклоочиститель таких более узких, что ли, поверхностей, где поменьше места. Да, это удобно, кстати, и круто. Но мы проверим, как это все работает. Кроме того, здесь две вот этих емкости в комплекте поставки. Опять же, удобно. Там налили в одну жидкость для мытья окон, там стекол, в другую еще одну жидкость. Здесь, кстати, вот комплектация тоже, что касается этих жидкостей, то она шире. Кроме вот тех двух, которые есть здесь, еще специальная такая жидкость, для мытья всего на кухне, да, удаляет там жир, какие-то пятна и так далее. Плюс здесь вот этих самих накладок, которыми протирают поверхность предварительно. Их здесь 4, не 2, а 4. И есть еще вот эти резиновые штуки, сменные, да, для основных насадок. Если повредили как-то или поизносилось, то можно заменить, что приятно. Вот главное, да, про эти стеклоочистители Remy ZR, их основные отличия друг от друга. А дальше что? Дальше, как водится, будем тестировать, будем экспериментировать. Поехали! Вот сейчас мне должно быть очень сильно стыдно, потому что мы снимаем у меня дома, и у меня просто отвратительно грязные окна. Вот любая хорошая хозяйка, если бы у нее были такие окна, она просто бы выпрыгнула из окна от стыда за такие окна. Но мы сейчас будем их мыть, посмотрим, что получится. Если получится отмыть, то, наверное, наконец-то у меня настанет новая жизнь. Я наконец-то увижу солнечный свет. Чтобы помыть окно нормально, чтобы было удобно, мне нужно желательно так сесть на подоконник. И вот тут появляется второй повод для стыда у меня, потому что у меня просто отвратительно грязный еще и подоконник. Ребята, окей, будем мыть тогда еще и подоконник, как раз проверим, насколько нам поможет здесь стеклоочиститель с подоконником. Сначала по технологии мы смачиваем поверхность. Мы используем специальное моющее средство для плитки, для кафеля из комплекта поставки. И дальше, если по технологии, то нам нужно сделать так. То есть грязь все-таки мы, конечно, собираем сначала вот так. Потому что сам стеклоочиститель это, конечно, не средство для того, чтобы удалять вот такую грязь, которая у меня на подоконнике. Вот, смотрите, какой у меня был подоконник. Красота, да? А теперь дальше уже используем непосредственно стеклоочиститель, чтобы удалить эту влагу всю. Влагу, и немного оставшегося мусора. Его можно использовать горизонтально, это допускается. То есть и вертикально, и горизонтально. Слушайте, это уже совсем другое дело. Подоконник уже рабочий, уже как-то можно на него садиться и мыть окно.
Наконец добрались до окна. Вот, я поменял жидкость. Здесь теперь именно жидкость для мытья стекол, окон. Смачиваем. Опять же, по технологии. Но я, как всегда, лью больше. На самом деле не нужно столько лить. И вот это вот делаем, да, смотрите. Эх, я уж не знаю, когда в последний раз я мыл окна. Наконец-то они просто превращаются в окна нормального человека. Такая тоже грязь, смотрите, да. Но на самом деле, вот не стоит бояться, что вы так быстро все испортите, даже если у вас такие грязные окна, как у меня, я имею в виду вот эти вот накладки. Их можно стирать в стиральной машине при температуре даже 60 градусов, все отстирается, они не одноразовые, во всяком случае, да. Плюс их там несколько в комплекте. Ну и дальше действуем уже стеклоочистителем, чтобы убрать влагу. И вот смотрите, какая у нас ситуация. У нас немного, вот эта насадка по ширине, она чуть-чуть больше, чем окно. То есть мыть неудобно. И вот как раз для такого случая здесь и есть вот вторая насадка, которая поменьше. Вот, ну, придется как бы в несколько проходов, да, то есть не в один проход, а в два вот вертикальных. Но зато мы все-таки моем, да, зато мы убираем, удаляем жидкость и эти загрязнения. Но у меня такие грязные окна, что, пожалуй, вот эти операции, их придется проделать несколько раз. Уф, ребят, ну я не скажу, что я совсем не устал, пока мыл это окно, но я представляю, как бы я устал, если бы не было стеклоочистителя, да, вот всей этой технологии. И мы еще подоконник там помыли, и посмотрите на разницу, чистое окно, грязное окно, да, она явно имеется, и времени это заняло, но все-таки не так уж много, хотя немножко подустал, но не так уж много. И мы еще проверяли все это в офисе у нас, да, мыли там тоже окна, ну, чтобы как-то на разных форматах, на разных окнах попробовать, и там тоже все вполне нормально работало, так что вот в смысле окон это действительно хорошее решение, которое, ну, самое главное, ускоряет процесс и позволяет сохранить силы. Но это еще не все испытания для стеклоочистителя. Вот впервые, наверное, в истории канала Тостер мы снимаем у меня в душе. Вот. Такие интимные кадры, можно сказать. Я сейчас сделаю что? Я просто вот мочу стену, как это обычно бывает, да, после того, как там человек принимает душ. Ну и в некоторых ситуациях, когда в ванных комнатах слишком влажно, или когда это душевая кабина, да, стеклянная, лучше удалять влагу, ну вот, чтобы не оставался этот конденсат, эти подтеки, особенно в душевой кабине. У нас не душевая кабина, у нас вот плитка, но тоже просто мы удаляем влагу, да. То есть вы можете что-то мыть, естественно, да? А можете, если этого не нужно делать, вы просто удаляете влагу. Повторюсь еще раз, такие ситуации вот бывают, когда это реально необходимо. У меня у мамы дома, у родителей, душевая кабина стеклянная, и каждый раз, после того, как я принимаю душ, я использую вот такой стеклоочиститель для того, чтобы удалять вот со стекла остатки воды, чтобы не было потом подтеков, чтобы не высыхало. А у нас в офисе, между прочим, да, ну, в общем, понятно, как это работает, вполне себе нормально и быстро все удаляется. А у нас в офисе мы тоже снимали вот в ванной, в санузле, и там мы именно оттирали плитку, и там загрязнения от кафельной плитки, и тоже, в общем, все достаточно быстро и, ну, без проблем оттерлось. Так что это я к чему? К тому, что вот такие устройства, как стеклоочистители, они помогают еще и вот для других народно-хозяйственных нужд, скажем так, тоже окей. В частности, можно удалять влагу, ну вот, например, с плитки разного формата. Да, ну раз уж мы в ванной еще, то зеркало, да, у меня есть зеркало, и мне за него тоже стыдно. Прям такое, знаете, видео стыда получается.
потому что, вон, смотрите, какое оно грязное. Мы в офисе, когда снимали, у нас там большое зеркало, мы его хорошо так протерли, помыли. Значит, ну, у нас было много места, и прям было удобно, круто и здорово вот работать со стеклоочистителем, вот, в смысле зеркала. Здесь маленькое зеркало такое, и оно гораздо грязнее, ребята, да, я уже говорил. Гораздо грязнее, чем зеркало у нас в офисе. Я вот, смотрите, пользуюсь маленькой насадкой, но, в принципе, здесь бы подошла и большая, на самом деле. Вот именно для зеркала, если. Да, смотрите, как легко все. А вот здесь как раз маленькая подойдет. Вот здесь собрать воду. Кнопка вот не всегда удобна. Иногда ее случайно выключаешь или включаешь. В этот момент, кстати, надо учесть. И стены. У меня еще и стены грязные. Смотрите, как я так чистил зубы. Так. Даже не протер. Надо сначала протереть, а потом собираем. С деревянных поверхностей, в принципе, тоже мы можем собирать, чтобы вот ничего не намокало. Давайте еще раз, потому что не доотмылось как-то у меня зеркало. Вообще я понял, вот пока работал с этим стеклоочистителем, не нужно давить сильно на него, вот когда ведешь, аккуратно, так почти без нажима, так качество сбора жидкости лучше в итоге получается. Все-таки хорошо приезжать к себе домой и снимать видео про такие гаджеты, сразу чище дома становится. Слушайте, крутые тачки у нас во дворе стоят, тут Мерс, Порш, в общем, такой неплохой народ живет. Почему вспомнил про тачки? Потому что мы с помощью стеклоочистителя привели в порядок так немножко тоже тачку, да, и мы помыли и лобовое стекло, и боковые вот передние двери, там и зеркала заднего вида. Все это, как выяснилось, тоже можно привести в порядок с помощью стеклоочистителя. Где-то более удобно, где-то менее удобно, но работает, да, и, в общем, достаточно быстро и без особых усилий все можно поправить, сделать машину немного чище. Ну, хорошо, если у вас есть крутая тачка, а если у вас есть вот такая грязная, опять же, история, вот такая совершенно заляпанная плита, да, то тогда смотрите и поймете, справится ли с ней вот стеклоочиститель, вообще вся эта технология. Вот так не делайте никогда ее так не встраивайте. Я не скажу, почему она у меня так встроена, это так получилось просто. Все делаем по технологии. Я, кстати, использую уже вот именно специальное средство против жирных загрязнений, которое идет в комплекте вот с этой моделью, да, такой, где расширенная комплектация. Я об этом говорил. Собираем влагу. Ну, здесь фишка в том, что вот эта жидкость специальная, она постепенно растворяет жир, то есть, в принципе, ее можно обработать и оставить, да, а потом собирать. Ну, в общем, процесс, я вот показываю процесс и технологию, как это работает, и действительно, ну, даже сейчас уже вот варочная поверхность, она стала чище, чем была. Ну, а с помощью стеклоочистителя быстренько мы собрали воду, и она сухая. Так, ну вот еще один, кстати, случай, еще одно применение. Вот пролили что-то случайно, вы там, дети, может быть, раз. Смотрите, сейчас мы попробуем успеть, чтобы жидкость не попала на пол. Ну вот так, видите, все получается, норм. То есть быстренько мы ликвидировали опасность. И жидкость быстро собирается, и практически, ну, сухая поверхность. То есть никаких следов здесь не остается.
Ну что, вы все видели сами, мы реально протестировали вот эти стеклоочистители на самых разных поверхностях. И окна у нас были, и разная плитка, кафель, не только кафель, и зеркала, и автомобильные стекла, и какие-то еще другие поверхности мы с их помощью очищали. И в целом глобально они справились. Ну, правда же, да, каких-то вот особых проблем не было. Так что вот то, что я хотел, собственно, понять, насколько они универсальны, ну, я понял, надеюсь, вам тоже стало понятнее, что, в принципе, это реально универсальные такие устройства. Но, конечно, они ситуативные. Вот где-то подойдут, где-то не подойдут, в зависимости от вот какой-то конкретной поверхности, конкретной ситуации вот по необходимости очистки. Что хочу сказать непосредственно про эти модели, про эти стеклоочистители Remizer. Мне нравится эргономика, вот эта вот история, когда вот такая ручка открытого типа, да, его удобно держать, и, ну, как-то рука не устает. Здесь прорезиненная вставка, которая обеспечивает, ну, такой хват хороший, да, не выскальзывает. Вот, немного как-то мне не хватило вот по отклику кнопки, как-то я не понимаю, вот когда нажимаю, она срабатывает или нет, только потом уже по звуку мотора. Наверное, вот это такой маленький минус, который могу сказать. Ну а так, вполне себе работоспособные, нормальные устройства, которые, ну, реально пригодятся много где и пригодятся практически в каждом доме, в каждой квартире. Так что, пожалуй, зачет, да, тостер рекомендует. Ссылки на эти модели для тех, кто заинтересовался, в подписи к видео. Этот тостер мы не делаем из домашней техники сенсации, мы просто рассказываем, как она реально работает. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь этим видео с теми, кому нужно помыть окна. И не только. Пока, до новых обзоров и тестов.